Друзья, в этом мастер-классе мы будем лепить с вами брошь. Брошь необычную, брошь овощную. Мы будем лепить с вами веточку со стручками горошка. Сегодня будем работать с салатовыми и зелеными оттенками, и в качестве основного цвета мы берем глину из серии Translucent 605 номер и глину из серии Number One. Можете взять 601 либо 603. Смешиваем в равных пропорциях. Этот оттенок у нас пойдет на зернышки. Делаем небольшие горошины из расчета 5 горошин на 1 стручок. Всего будет 2 стручка, но по желанию вы можете сделать и 3. Зернышки раскатываем небольшие, по 5-6 мм в диаметре, и пока откладываем в сторону. Из проволочки флористической 0,5 мм толщиной, 0,6 можете взять миллиметров толщиной, мы сначала делаем основу под брошь. То есть мы делаем металлический каркас, который будет держать всю нашу веточку. Обратите внимание, что начинаю я веточку с центра проволочки. Приблизительно отмеряю 6 сантиметров длины. Это будет веточка у нас. И от этой веточки будут идти 2 ответвления вниз. Сделала одно ответвление, а вторым окончанием проволочки я доматываю и укрепляю каркас для того, чтобы он был более-менее такой крепкий, чтобы не был хлипкий по центру. Две веточки вывожу в нижней центральной части. Оставляю где-то сантиметра по 2. Дальше я складываю пополам. Причем одно ответвление делаю подлиннее, другое покороче. Проволочку перекручиваю между собой для того, чтобы каркас был более надежный, металлический. И вот приблизительно вот так вот должна выглядеть наша заготовка под основу веточки. Дальше подготавливаю пластику салатового цвета Translucent серии 005 номер, раскатываю тонко, буквально 0,5 мм толщиной, и вырезаю такие продолговатые овальные листочки. По центру листочков укладываю горошинки, 5 горошинок друг за другом у нас идут в каждом стручке. Начинаю с самых крупных выкладку, и самые маленькие у нас с другого края будут заканчивать стручок. Дальше поддеваю лезвие и закрываю прозрачной пластикой боковые части наших зернышек внутри. Горошинки остаются видны по центру. Стручок такой получается полузакрытый у нас. Дальше с верхней части стручка, там где у нас было самое большое зернышко, мы делаем отверстие. Отверстие буквально там вниз миллиметров на 7-8 ведем иголочкой и ставим горошек на запекание. Его нужно запечь, чтобы он не деформировался. Дальше берем пластику зеленого цвета. Я взяла 601, смешала с небольшим кусочком 645, это оливковый цвет. Получился более такой зеленый травяной цвет. И сейчас вот этим оттенком глины я оборачиваю наш ствол с веточками, которые идут вниз. Веточки идут голые, мы их не трогаем и пластикой не оборачиваем. Мы делаем только ствол, сглаживаем там иголочкой неровности, если где-то есть, работаем пальчиками, и ребром иголочки я еще делаю такие бороздочки, но мы потом к ним вернемся. Сейчас давайте сделаем чашелистик. Формируем капельку из той же зеленой глины. Смотрите, со стороны широкой части мы капельку разрезаем на 5 одинаковых частей. Вот как мы делали незабудки, допустим, или как сирень, если кто-то из вас делал. Но здесь разрезаем на 5 частей, дальше берем иголочку, и каждый из лепесточков, из листочков в данном случае, мы раскатываем на пальчики, делаем их более удлиненными. Не раскатываем широко, как в цветке, а чуть-чуть прижимаем стеком и делаем их более остренькие. Дальше мы их зауживаем пальчиками, окончания, чтобы они были острые, и немножечко выворачиваем их наизнанку. Такой колокольчик у нас раскрытый получается. И обязательно делаем сквозное отверстие в таком чашелистике. У нас 2 стручка, 2 таких чашелистика нам необходимо сделать. Дальше из пластики той же зеленой с добавлением оливкового мы делаем листочки. Здесь я уже просто отщипываю пластику на глаз и формирую 3 листочка. Сначала расплющиваю пальчиками, придаю форму овальную листочку, а потом укладываю на ладошку и раскатываю на ладони. И раскатываю
тонко только края. Дальше вам понадобится вайнер с фактурой листика любого. Отпечатываем фактуру на пластике, и вот таких листочков нам нужно будет сделать 3. Дальше смотрите, я беру иголочку и немножко делаю такой неровной поверхность ствола. Такие где-то вмятинки, где-то полосочки, и плюс мы еще берем, тонируем это все пастелькой цвета сушеной травы, и получается, что у нас все эти вмятинки немножечко окрашиваются. А вот листочкам мы даем по прожилкам тонировку тонкой кистью нежно-розовой пастелькой. А по краешку тонируем пастелью, опять же, сухой травы, такой цвет хаки у этой пастели. Тонируем с одной и с другой стороны. Также мы тонируем цветом сухой травы окончания на листиках черешков. Чуть-чуть тонируем, чтобы они более живые были. Дальше мы берем основу для брошки. Это у меня иголка такая, булавка, на ней есть шарик. Этот шарик мы закрываем пластикой, прям впечатываем шарик в пластику. И дальше эту основу размещаем за веточкой. Аккуратно размещаем ее и стеком приглаживаем швы. Швы должны уйти. Если вдруг пастельки в этом месте будет не хватать, вы потом затонируете уже после того, как вы уберете все швы. Чуть-чуть вниз опускаю нашу основу металлическую. И с той стороны, где мы крепили основу к стволу, мы закрываем это место одним из листочков. Закрываем, прорабатываем его, сглаживаем стыки и плотненько, чтобы он сидел и служил таким держателем для нашей металлической основы. Дальше я нанизываю наши колокольчики, чашелистики. Только предварительно сделайте отверстие такое побольше, чтобы можно было закрепить эти чашелистики на проволоке. То есть проволока, скрученная у нас вдвое, зашла в чашелистик, в сквозное отверстие. И дальше уже иголочкой помогайте, чтобы присоединить этот чашелистик, уже помогите иголочкой и сгладьте место соединения чашелистика со стволом. Делайте это аккуратненько, поддерживайте за металлическую основу. И дальше я сверху накрываю 2 листочками по центру, стараюсь, чтобы края веточки остались голые, чтобы их было видно. Поэтому листочки располагаю по центру, стеком их приглаживаю, прикатываю немножко. В том месте, где стек у нас проходится, если пастелька вдруг исчезнет, можете пройтись еще раз пастелькой в том месте. Конечно, все должно быть ровненько, сглажено и аккуратно, без швов и стыков. Дальше берем жидкую пластику. Жидкой пластикой промазываем металлическую основу, которая у нас осталась голая под стручки. Стручки у нас уже запеклись. И дальше мы насаживаем стручки гороха, плотно насаживаем на эту проволочку. Горошинки держатся, запекать будем в лежачем положении, так как лежит у меня на губке, но я решила еще добавить усиков, поэтому делаю такую длинную тоненькую полосочку из той же зеленой пластики, из которой мы делали листики и ствол, и закручиваю ее вокруг иголочки. Дальше аккуратненько ее прокручиваю, эту пластику, снимаю, и получается вот такой вот спиралевидный закрученный усик. Усик размещаю под листочком, чтобы не было видно. Конечно, места стыков всегда сглаживаю. И делаю второй усик, который пойдет в другую сторону. Он будет покороче, он будет заходом на листочек. Также сглаживаю все стыки, места соединения. Поплотнее можно усик, чтобы у него больше площади, с которой он соприкасается, было. Поэтому так прям завожу его на листик. И все, и в принципе брошку мы ставим запекать. Запекаем 20 минут при температуре 120-130 градусов. Листочки я буду покрывать матовым лаком, использую аэрозольный от Darby, люблю этот лак, советую и очень много с ним работаю. А вот сами горошинки, стручки, если вы посмотрите, они очень блестящие прям в природе у гороха, поэтому я беру глянцевый лак, также от Darby глянцевый, и глянцевым лаком покрываю стручки с двух сторон. Дальше нам нужно будет просто дать лаку застыть. И все, и наша брошь с вами готова. Вы знаете, как делать основу. Наполнение броши у вас может быть любое. Вместо усика вы можете сделать дополнительный черешок металлический и повесить там цветочек. Цветы у
гороха очень яркие, нежные, состоят всего из 2 лепестков, делать их очень легко и просто. У меня на канале, кстати, был мастер-класс по колье с горохом. Если кому интересно, ссылочку оставлю в описании. На сегодня это все, друзья. Если мастер-класс понравился, жду ваши лайки, комментарии, вопросы. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, и до скорых встреч!